Расскажи, почему ты улыбаешься? Потому что мы забыли рюкзак. Да, забыли рюкзак. Парам побежал домой за рюкзаком обратно, а Артур что-то еще вспомнил, тоже бежит. А мы уже к стоянке рикш подошли. Кричит: папа. Еще 300 рупий надо. 300 рупий на постоянный на рикше. Вот так вот, друзья. У меня, по-моему, за всю мою учебную карьеру не было таких случаев, чтобы я забыла рюкзак с собой. Артур, у меня такого не было. За всю мою школьную жизнь я не забывала рюкзак дома. Конечно, книжки, там учебники, тетрадки забывала. И не раз, но вот чтобы целый рюкзак забыть. Все, ну давай, Артур, счастливо. Голову не забыл. Главное, чтобы голова была на плечах. Со знаниями. Привет всем, друзья! С вами Наташа, и вы зашли на канал «Замуж в Индию». Я сегодня пришла заниматься в тренажерный зал. Бавин написал, что йоги сегодня не будет, потому что он провожает брата. Но по поводу Бавина и его брата я чуть позже расскажу. Сейчас хочу вас познакомить с вот этим вот парнем. Апканам? Шивам. Впервые в жизни решил заняться в тренажерном зале. Что, Парам? First day coming for gym, first day, and I say first do a warm up exercise, Surya Namaskar. Значит, друзья, Шиван не местный, он приехал из штата Юпи сюда в Матаран работать. Работает в одном из отелей. Ну и, как я ранее говорила, сегодня у него первый день в тренажерном зале. Он пришел и обращается к Параму, мол, говорит, что мне делать? А он еще и с деньгами пришел, он думал, что здесь платно, но на самом деле мы не платим. Да, мы здесь занимаемся абсолютно бесплатно для местных. Ну, он, в принципе, уже как бы приравнивается к местным. Ну, Парам говорит, нет, платить никому не надо. Ну и Парам ему говорит, мол, начинай с разминки. Объяснил, что делать. Тот говорит, нет. Говорит, хватает эти тяжелые гири, гантели. То же самое повторяет за Парамом. Ну, Парам его пожалел. Говорит, вот моя жена, она занимается йогой уже много лет. Садись, с ней занимайся. Вот сидит, ждет, когда я речь свою закончу. Окей, давай, let's. Первый мой ученик. My first student. Yes. Окей, Сурья Намаскара. 12 ступеней, 12 steps. 1, 2, прогибайся. 3, 4, 5, 6, 7. Медленно не могу делать. 7, 8, 9, 10, 11, 12. В общем, Пора мне такого ученика подсунул, который через 5 минут сбежал. Причем не только от меня сбежал, а вообще из тренажерного зала. И, наверное, больше не вернется, да, Парам? Да. He not coming again. Оказалось, что он работает поваром в ресторане, готовит китайские блюда и получает зарплату 12 тысяч рупий. Ну, чтобы вы понимали, какие здесь зарплаты. Ему предоставляется жилье, предоставляется питание. Итак, мои дорогие зрители, Бавин провел своего брата, брат вот этой вот компании. Сколько здесь? 5 человек поехали на Маха Кумбхамелу. Ой, Бавин, you not worried. Ты не волнуешься за своего брата? Я очень волнуюсь. Я думала, они передумают. Напоминаю, это место, где паломники совершают священное омовение раз в 144 года. Это происходит, ну, благоприятное время. И очень-очень много там людей. Примерно 500 000 людей должно посетить это место в течение 40 дней. Давка неимоверная. So, your mama, papa agree for this? Родители были не против такого вот путешествия, да? Yes, my mama and papa agree. Because this Mahakumbh coming
after 144 years. No problem, ничего страшного, говорит. Ну что, мол, родители не против, чтобы их сын не упустил такой вот шанс. So why they not send you? Почему родители тебя не отпустили? А? Нет? Нет? Why? Тогда Бавин говорит, что я не люблю давку. Он решил остаться дома. Окей. So today cricket match. Yes, 1 o'clock. Сейчас у нас в Матаране матч по крикету, и Бавин приглашает нас посетить, поболеть за него. Будет играть битой, которую мы подарили What do you eat ему на breakfast? день рождения. Rice, he eat rice morning breakfast. Ну, Who eat rice? Парам говорит, что зачем, что это Бавин на завтрак поел рис, это очень плохо, на завтрак никто не ест рис. Самое главное, чтобы на ужин, как Парам, ведро не съедать. Ага, окей, оставил Like South чуть-чуть. Indian. You are South Ведро риса не съедать South перед Indian сном в people 10 eat часов, rice. 10-11 и ложиться спать. Вот это вот действительно. Pratik now. А мне сегодня на завтрак захотелось чего-то сладенького, и мы зашли вот в это вот кафе по пути. Вот мой завтрак. Я не успела снять на видео. Парам, видите, какой злой. Что, Парам? Вот. Я вам уже дома покажу. Ну, в общем, ладно, здесь покажу. Джалеби. Джалеби – это индийская сладость. Очень-очень сладко, ну, типа нашего хвороста. Но я могу себе позволить утром съесть сладкое. Зато я не ужинаю. Ну, посмотрите на его лицо. So what? This is not good. How you eat sweet like in morning? То война и массир. Кто говорит, есть сладкое по утрам? Как раз по утрам и можно есть. А вот перед сном ни в коем случае. Показываю вам, это мой завтрак. Пожарила себе одно яйцо, вот тост с маслом, сыр, панир, немножечко овощей. Ну и вот эти вот сладости, я думаю, что я все не съем, хотя в принципе могу, но постараюсь оставить Артуру немножечко. Ну и чай. Теперь показываю Парама завтрак. Это он себе почистил 2 огромных морковки, чтобы желудочек хорошо работал, клетчаточка ему нужна. И вот он варит себе 5 яиц, друзья, 5 огромных яиц. Ну, ради бога, но он не ест желтки. Напоминаю, я уже как-то жаловалась, и мне приходится придумывать, как их использовать. Парам говорит, выбрасывай, это вообще как отрава. Животные, кстати, не едят желтки. Ну, я, конечно, выбрасывать не хочу такое добро и придумываю, что можно из них приготовить. Сегодня приготовлю майонез. Я нашла классный рецепт, с вами поделюсь. Из вареных желтков. Очень вкусный получается. Ну и, собственно, он уже там наверху, у него там дела, и он захватил с собой чанна. Чанна – это как турецкий горох, и вот он сейчас уже завтракает. Это как второй завтрак у него, чуть позже, где-то через час будет. Вот это вот есть. Все, приятного аппетита. Так, уже все надо выключать. Итак, сейчас я буду готовить вместе с вами домашний майонез из вареных желтков. В Индии майонез продается, но он невкусный. В нашей округе вообще можно купить только вегетарианский, поэтому готовим дома. Раньше я всегда готовила, используя сырое яйцо, но меня напугали, можно заразиться сальмонеллезом, это небезопасно. Ну и потом какое-то время я вообще не готовила дома майонез, а потом вы мне в комментариях посоветовали, мол, Наташа, поищи рецепты с вареными яйцами. И я действительно поискала и путем проб и ошибок нашла, ну, самый подходящий для меня рецепт. И сейчас я, собственно, с вами им поделюсь. Нам понадобится погружной блендер. Вот у меня стакан мерный от погружного блендера. И мы возьмем 1 часть молока и 2 части подсолнечного масла. Я буду 50 мл молока. Я его еще хочу разбавить со сливками, чтобы пожирнее. Раньше я так не делала, но сегодня будет у меня экспериментальный майонез. И, значит, 100 грамм получается масла. Это вот все нужно будет взбить хорошо блендером погружным. И потом туда добавить чеснок, сок лайма. Также вот я для остроты добавляю чили, так как у меня нет горчицы. Нужно, да, что-то, чем-то ее заменить. Ну и, соответственно, желтки, соль, сахар. Ну что ж, приступим. Я не знаю, в чем я допустила ошибку, или это закон подлости, как видео стала снимать. В прошлые разы у меня получался густой майонез, а в этот раз, видите, какая консистенция, довольно-таки жидкая. Но, слава богу, на вкус это не повлияло.
Майонез безумно вкусный, намного лучше, чем тот, который продается здесь, в Индии. Так что, друзья, пробуйте. Желаю, чтобы у вас все получилось как надо. Немножечко обидно, конечно. Мне сейчас Парам позвонил и говорит: Наташа, срочно хватай камеру и бегом на главную улицу. Вот Парам. Значит, сейчас мы вместе с вами будем наблюдать процессию, в которой участвуют практически все жители Матарана. Они несут божество. Значит, у нас построили новый храм на месте старого храма. И временно божество, которое там находилось, перенесли в другое место. Ну и вот сейчас его несут в новый храм. Посмотрите, какие все нарядные, все красивые. Этот праздник в честь открытия храма будет продолжаться 3 дня. 3 дня будет гулять весь Матаран. Hi, Санджей. Hi, о, вот ача. Давайте я вам покажу. You look so nice. Мама Бавика. Никита, ну и остальные девушки, you also, чтобы не обижались, им тоже сделаю комплименты. Так, ну сейчас, пока я выключусь, а потом покажу вам. Так, вот эти вот мужчины, главные организаторы. Давайте я вам их ближе покажу. Вот, и еще Никита мне сказала, это обязательно, чтобы ты в пятницу была на этом мероприятии. Там будут, говорит, раздавать просад, вкусный обед, много различных мероприятий. И, говорит, обязательно надень сари. Предложила свою, я говорю, нет, спасибо, у меня есть красивая сари. Вот я как раз будет повод надеть сари, которая мне подарила родственница Калавати. О, good. Сейчас немножко солнце отсвечивает, давайте я вот так покажу. Видите, какие все счастливые, все рады этому событию. Новый храм. Мы вместе с вами скоро его увидим. Наверное, в следующей серии. Потому что у нас сегодня планы. Сегодня мы едем в город. Нам нужно забрать Артуркину форму. Good. Вот, еще хочет, чтобы... Ой-ой-ой, чуть волос не лишили. Сейчас малышку хочет показать. Они все будут смотреть это видео. Конечно, приятно людям, да, запечатлеть себя на память на просторах Ютуба. Окей. Так, давайте, надо всех показать, а то вас уже красавиц я показала. Надо всех. Они тоже хотят. Ай. Вот это вот... Девушка ходит с нами на йогу, полненькая. Ой, боже мой, я испугалась. И мужчины, и женщины. Сегодня многие дети не пошли в школу ради такого события. Так, тут тоже профессиональная камера. Молодежь. Так, ну и оркестр надо показать. Всех стараюсь показать. Хотел снять, как я танцую, а я что-то не это. Не в том состоянии, чтобы танцевать. Всех надо показать. Ганеша, храм Ганеши. Вот. Я хорошо покажу.
посмотреть. Окей, in Friday I will come. Говорит, давай тоже пришли вместе с нами. Ну, я говорю, в пятницу. О, это Marathi style. Yes, Brahmini. No, I mean, It's called Brahmini. я показываю вам, как она драпировала сари. Немножко, видите, по-другому, по-особенному. Как штанишки. Окей. А вот наш жених. Ананд. Окей. Да, мы уже с ним поговорили, он мне фотографии пришлет. Ой, боже мой, опять я кричу. Ну вот мы, друзья, сели на байк и едем в город, едем в Нерл. Посмотрите, какая красота. Дорога свободная, никого нет, сегодня будний день, туристы не приехали. Весь Матаран гуляет, отдыхает, веселится. И по поводу поездки, помните, я вам рассказывала, Ниха, Бавин и Приянка очень сильно хотят поехать в путешествие вместе с нами, так как мы заядлые путешественники, обязательно именно вместе с вами. Изначально был Гакан. Гакан — это рядом с Гоа, местечко поплавать в море. Потом они предложили вообще Карнатаку, ну, Парам на отрез. Говорит, мы там уже 100 раз были, и, в принципе, и 100 раз еще там будем. Зачем оно нам надо? Лучше что-то новое, если уже ехать. Ну и вообще, в принципе, у нас не получается в этом месяце поехать, так что даже если куда-то на 3 дня вместе с проездом, это получится неделя. По многим причинам нам сейчас не очень хорошо отсутствовать целую неделю в Матаране. Так что, скорее всего, мы откажемся, хотя и Элла тоже зовет, говорит, приезжайте. Она сейчас в Арамболе на целый месяц. Говорит, приезжайте ко мне в гости, будем классно проводить время. Очень, конечно, хочется, но не может, как говорится. Вот, и еще такой момент. Буквально вчера Парам звонил по поводу нашей квартиры, по поводу квартиры в Гоа. Когда я заикнулась насчет Эллы, чтобы поехать в Гоа, с ней увидеться в Арамболе, Парам говорит, что если ехать в Гоа, то нужно уже ехать по делу. Ну и позвонил узнать, как там сейчас обстоят дела. В общем, они сказали, что все отлично. Говорит, первый сектор уже готов, полностью готов. Единственное, что осталось, чтобы приехали коммунальщики, все проверили и письменное разрешение дали, и взяли на обслуживание эту территорию. Там где-то 300 квартир. Ну и потом они будут вручать торжественно ключи жителям этих квартир. Ну, естественно, мы бы хотели побывать на этом мероприятии. Хоть и не нам будут вручать ключи, но я считаю, что это полезно там побывать, узнать, познакомиться со своими соседями по жилому комплексу, посмотреть, как обстоят дела у нас, в нашем секторе. Ну, мы-то звоним, спрашиваем. Но одно дело то, что они говорят по телефону, другое дело, что там на самом деле происходит. Вот, так что есть шанс. Есть шанс, если действительно в этом месяце они организуют это мероприятие, то мы обязательно поедем и встретимся с Эллой. Так что ждем и надеемся. Держим кулачки. Все нормально? Ну что, все в порядке, забрали Артуркину форму, хорошо пошили, качественно. А сейчас вот посмотрите, вот это вот тот самый ресторан, вы помните, в одной из предыдущих серий мы заходили в него, он был в плачевном состоянии, я говорила, что Манoj, друг Парама, его собирается вот-вот открыть. Так вот, на открытие мы не попали, но сейчас вот вместе с вами посмотрим, что этот ресторан из себя представляет. Парам. Ну так себе, конечно. Я опять же повторяю, что я говорю ресторан, потому что здесь так называется. Парам, what is this, ресторан? Да, ресторан. Вот видите? Vegetarian. Да, вегетарианцы здесь завтракают, обедают и ужинают. Hi.
Удивительно. Обычно женщины-мусульманки не сильно любят, когда их снимают, а эти наоборот даже с восторгом. Так вот, друзья, ну вот так называют ресторан, поэтому я же не буду говорить, что это там забегаловка какая-то. Ну, это надо с уважением относиться. Окей, вот в основном все сейчас в это время сидят, пьют чай. Маноч, where is Маноч? Кафе? Здесь есть ресторан, а он сейчас в кафе. Хорошо, объясняю. На самом деле ему просто нужно было срочно открываться, а порядок он еще будет приводить. Буквально там через месяц, через два вы не узнаете, реально это будет ресторан. Сейчас, конечно, это больше похоже на забегаловку, но все впереди. Так что пожелаем ему удачи. Пожелаем ему удачи. Парам сейчас зашел к своему другу, он здесь работает. И этот мужчина буквально на днях вернулся с Маха Кумхамелы. И он под впечатлением, под ужасным впечатлением. Говорит, такого ужасного опыта. Столько народу. 23 часа. Значит, смотрите, он вместе со своими друзьями, родственники, и там еще 3 сестры было, женщины. Ну, возможно, если бы не было женщин, было бы проще. Так вот, они приехали на поезде на станцию, а дальше нужно 40 километров идти пешком до этого места, где нужно совершать омовение. Значит, 40 километров они шли пешком 23 часа. 23 часа, представьте себе, пешком. Говорит, женщины плакали, а уже некуда деваться. Говорит, да, вот так вот Парам показывает. Вот так вот, представьте, 23 часа, вот так вот по чуть-чуть, еще и с сумками, представьте, да, вот как это индийцы всегда с собой чемоданы вещей набирают. Там, я не знаю, как они в туалет ходили, я не представляю. Ну и вот это же совершили омовение, и обратно тоже так. Ну, невозможно было сесть в поезд, на который у них куплены билеты, потому что там какой-то ужас творился. Все лезут, у кого есть, у кого нет билеты, там давка такая. И в итоге они куда-то вот, в общем, в объезд взяли такси. How much money they pay for taxi? 40,000 rupees taxi. 40 тысяч они заплатили за такси, чтобы, ну, как бы объехать вообще вот это вот все, ужас этот, объехать, и потом уже до какого-то города они доехали, там опять же купили заново билеты на поезд и вернулись. Короче, кучу денег, кучу страданий получили, но, наверное, во благо. Окей. Thank you. Спасибо за интересный рассказ. Парам нашел фотографии, как Моди совершает омовение сегодня. Но я думаю, он не шел 24 часа пешком. В общем, друзья, приедет, скоро вернется, я надеюсь, живым и здоровым брат Бавина, Протик, и нам все подробно расскажет. Возможно, даже и фотографии я прикреплю. Ну, а на сегодня все. Всех люблю, целую, обнимаю. У нас еще куча дел. Нужно совершить покупки. Параму кое-что нужно заказать для строительства. Я с вами прощаюсь. И так, по-моему, длинное видео получилось. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить другие наши интересные видео. Все, Парам, say bye-bye. Bye-bye. Давай. Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.